Я давно мечтала побывать в Иордании, но каждый раз что-то мешало, и мечта оставалась просто мечтой. Эта страна – настоящий сюжет из сказки. Сказочная Петра, волшебные пейзажи Вади-Рам, неповторимая кухня, где можно попробовать настоящие манцев и кунафу. Это место, где священные традиции и истории переплетаются с современностью. И здесь живет, по моему мнению, самая красивая королева мира. Иордания – удивительное королевство, официальное название которого – Иорданское Хашимитское королевство. Это одна из всего 3 стран в мире, названных в честь правящей династии хашимитов. Подобные примеры – Саудовская Аравия, названная в честь саудитов, и княжество Лихтенштейн, носящее имя своей правящей династии. Ну что, я наконец-то прилетела исполнять свою маленькую мечту и увидеть Петру. Знакомьтесь, это наш верный спутник на ближайшие несколько дней. Сразу отправляемся в путь. И чтобы сэкономить время, не будем заезжать в Оман, а отправимся в Петру. Впереди 200 километров и 2,5 часа дороги, которые приведут нас к волшебной Петре. Аренда машины обошлась в 600 дирхам. Дороги в Иордании в основном хорошие, но местами встречаются участки не с самым лучшим покрытием, а где-то и с новеньким асфальтом. Однако, что действительно стоит учитывать, это крутые серпантины и огромное количество лежачих полицейских, которые часто без каких-либо предупреждающих знаков и желтой разметки. Вы заметите их буквально за метр до него или не заметите вовсе, а уже почувствуете. Ну что, 2,5 часа уже позади, мы подъезжаем к Петре, и нас останавливает полиция. Ну, мы остановились, причем дяденька остановилась с таким очень серьезным лицом. Думаю, может, паспорта спросит, проверит, может быть, права. Оказалось, все намного интереснее. В общем, остановила нас и говорит: у меня тут другу, коллеге, нужно доехать. Заберите. Если вы, конечно, не против. Но как мы будем против, когда полиция останавливает? Мы такие, ну ладно, хорошо. В общем, ехали мы с полицейским местным из города Шубак. Первые 2 часа в стране, и у нас новый знакомый полицейский. Петра – одно из новых 7 чудес света, признанное ЮНЕСКО в 2007 году. Город, высеченный в скалах, был основан набатеями, арабским кочевым племенем, как торговый пост на территории современной юго-западной Иордании. Петра – столица Набатеи, также известна как розово-красный город, так как цвет скал здесь именно такого оттенка. Это, конечно, очень красиво. Очень. Город оставался скрытым от западного мира до 1812 года, когда швейцарский исследователь Иоганн Буркхарт переоделся в араба и убедил своего гида-бедуина провести его к затерянному городу. Но прежде чем попасть в Петру, вам предстоит пройти под палящим солнцем и по пыльной дороге. Дома я в Петру, я уже сразу разделась, потому что жарко. Время, конечно, мы не самое удачное выбрали, но мы приехали раньше. Номер еще не готов, поэтому переоделись и пошли. Но идти, кажется, долго. И жарко. Поэтому обязательно наденьте удобную обувь, головной убор и возьмите воду. Настоящая магия начинается в живописном ущелье Сик, длиной около 1200 метров и шириной от 3 до 12 метров, которое ведет прямо к древнему городу. Ущелье проходит между величественными скалами высотой до 90 метров. Пройдя его, вы окажетесь у знаменитой Эль-Хазны, самой узнаваемой достопримечательности Петры. Эль-Хазна, что в переводе означает «сокровищница», впечатляет не только своей красотой, но и мифологическими скульптурами и символизмом. Так, например, 12 столбов означают 12 месяцев года, 7 бокалов вина – 7 дней недели. Находясь здесь, ты понимаешь реально, какие люди вообще маленькие, потому что вот это все было создано природой. И вот так, когда стоишь, кажется, что да, красиво, классно, но стоит подойти буквально на 5 метров ближе, и ты понимаешь размеры
того, какая природа величественная, а человек маленький. Чтобы обойти всю Петру, вам понадобится до 3 дней. Есть разные маршруты длительностью от 1 часа до 7 часов в одну сторону. Лайфхак для путешественников. Обязательно купите Jordan Pass онлайн за 75 динаров. В чем плюс? Во-первых, вам не нужно платить 40 динар за визу при въезде. Во-вторых, вам не придется стоять в огромной очереди на паспортном контроле. Я прошла паспортный контроль за 2 минуты. И главное, вам не нужно платить отдельно за вход в Петру 50 динаров. После насыщенного дня мы решили вернуться в отель на электрокаре, который довез до шаттла. Стоимость проезда 15 динаров с человека. Хоть цена и фиксированная, осадок остался, ведь поездка длилась всего 5 минут. А автобус часто останавливался у магазинов, где водитель ждал по 10-15 минут, даже если никто не выходил, чтобы что-то купить. Отель я выбрала прямо возле входа в Петру. Но, несмотря на близость, 300 метров в горку кажутся не таким уж и коротким расстоянием. Сам отель уютный, чистый, с комфортными, просторными номерами и прекрасным видом на Петру. Завтрак на двоих включен в стоимость номера. Ночь стоит 53 динара. После заселения мы отправились на поиски шаурмы. Иордания известна этим блюдом. Честно говоря, в Петре я не ожидала найти что-то особенное. Что-то мы как-то по улице прошлись и не увидели вообще ни одной девушки, женщины. И в ресторанах никого нету. Мы решили, что возьмем-ка мы шаурму и поедем в машине. Забегая вперед, скажу, что эта шаурма в маленьком магазинчике за 1 динар была самой вкусной шаурмой, которую я попробовала на протяжении всего путешествия по Иордании. يلا بوجي داون خلصين. Поехали дальше. I was quietly protective of my heart to reassure that I couldn't break to pieces and be left alone once more. If you hadn't been so patient, you'd be easy to ignore. You put up with all my till you didn't anymore. Мы полчаса прождали машину. Как все происходит? Ты приезжаешь сюда, и здесь тебя с этого поинта забирает другая машина и везет в отель. Еще полчаса. Наша машина застряла в песке, поэтому мы ждем еще полчаса, а может быть больше, потому что они позвонили сюда на вот такой ресепшн. Сказали, что машина застряла, через полчаса мы отправим другую. Ну что, машина приехала. Мы едем, как козочки сзади. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid. Cancel your mail for a while. It's a journey for life, and I'm your ride. Пустыни, словно древние океаны, застывшие во времени, дарят ощущение вечности и непоколебимой силы. Их тишина успокаивает душу и погружает в глубокую медитативную отрешенность. А если это лунная пустыня, как называют Вади-Рам, ощущения становятся по-настоящему магическими. Вади-Рам – это национальный парк Иордании, внесенный во Всемирный список наследия ЮНЕСКО. Миллионы лет назад здесь простиралось море, а сегодня на ее просторах живет около 700 бедуинов, которые обосновались в 6 деревнях. Даже если вы здесь никогда не были, то наверняка видели пустыню Вади-Рам в таких фильмах, как «Дюна», «Звездные войны», «Марсианин», а также в фильмах Лоуренса Аравийски, «Трансформеры», «Красная планета», «Последние дни на Марсе» и многих других. Здесь можно снимать еще сотни тысяч лет, потому что площадь пустыни составляет 74 тысячи гектаров.
и по красоте уступает лишь Сахаре. Чем заняться в Вади-Рам? Смотреть на звезды, отправиться на сафари, изучая скалы, арки и ущелья, полетать на воздушном шаре или прокатиться на поезде, а также обязательно заехать в гости к бедуину, чтобы выпить чашечку ароматного чая с марамией и послушать звуки рабабы. После посещения бедуинов мы отправились на небольшое сафари, встретили закат и вернулись в отель. Вади-Рам запомнится мне не только своей природой, но и очень дружелюбными и гостеприимными людьми, совсем не такими, как в Петре или Аммане. А теперь нас ждет ужин в отеле. Я очень давно хотела попробовать это блюдо, к сожалению, не удалось увидеть процесс приготовления, поэтому просто будем есть и наслаждаться. Зарб – это традиционное бедуинское блюдо. Мясо, курица, овощи и рис запекаются в песке на протяжении 4 часов. Готовится все в специальной подземной печи. Печь выкапывается в земле, и на ее дно укладываются горячие угли. Сверху на решетке слоями выкладывают мясо, овощи, картофель, морковь, лук и рис. Слои разделяются так, чтобы еда готовилась равномерно, а затем печь накрывается крышкой и засыпается песком, чтобы сохранить тепло и создать эффект томления. Это позволяет блюду готовиться медленно в течение нескольких часов, что делает мясо невероятно мягким и вкусным, а овощи – насыщенными ароматами. Ночью нас ожидало настоящее волшебство. Невероятно яркое звездное небо. Мы провели около 3 часов лежа в гамаке, просто любуясь звездами. Они были так близко, так много, и это было очень романтично. Это останется в нашей памяти навсегда. Ни одно фото или видео не передаст этой красоты, но поверьте мне на слово, вживую это настоящее волшебство. Проживание в Bubble Lux Hotel оказалось по-настоящему уникальным и незабываемым опытом. Жить в куполе – это что-то невероятное. Сам купол достаточно просторный, состоит из 3 зон – спальни, гостиной и ванной комнаты. Днем с 9 утра до 6 вечера его накрывают для защиты от жары, но уже в 6 вечера персонал снимает покрытие, и можно лежать на кровати и любоваться звездным небом. Есть одна интересная особенность. Перед входом в купол нужно сначала открыть и закрыть первую дверь, а только потом уже вторую, иначе он может сдуться. На террасе есть джакузи, кофейный столик и гамак. Отдельно стоит отметить, что персонал был очень приветливым и заботливым. Завтрак и ужин включены в стоимость. Одна ночь стоит 219 динар. И поверьте, это действительно стоит своих денег за такой необычный опыт. Просто представьте, вы посреди пустыни, где даже нет связи, принимаете джакузи и любуетесь звездным небом. Впереди 4 часа дороги, и мы планируем заехать на Мертвое море и горячие источники Хамамат Майн. Мы ехали к Мертвому морю, но GPS просто пропал и стал показывать, что мы находимся вообще в аэропорту Аммана. Хотя до Аммана еще километров 70. Поэтому на Мертвое море будем смотреть так. То есть пытаемся понять, куда вообще мы поедем, потому что ничего не ловит. Это, видимо, из-за того, что вон там Израиль. Жалко, но да ладно. GPS так и не заработал, но мы все же нашли дорогу. Хотя уже через 15 минут по этой ухабистой дороге мне захотелось вернуться и ехать прямиком в Амман.
Недалеко от Мертвого моря находятся горячие источники Майн. Источники известны своими лечебными свойствами уже много тысяч лет. Еще римляне приезжали сюда с целью оздоровления. Здесь можно искупаться в горячих водах или пройти процедуры, такие как грязевые обертывания и массаж. Очень горячая вода. Я зашла по ощущениям градусов 60 и прям горяченная. А в некоторых местах просто обжигает. Если вы ищете оздоровительный отдых, то выбирайте хороший резорт, потому что конкретно в этом месте мне было некомфортно. А еще мне было очень некомфортно раздеваться, потому что в основном тут взрослые дяденьки арабы, такие мужички прям пузатенькие, лет 50+. И так смотрят, что мне аж как-то не по себе стало. Я буквально зашла, нырнула, и все, и хватит. И поехали мы отсюда. Во время нашего путешествия по Иордании мы попали на парламентские выборы. Вся страна была украшена, если можно так сказать, портретами кандидатов. Их изображения можно было увидеть повсюду – на дорогах, зданиях и даже на автомобилях. В честь выборов в стране был объявлен выходной день, чтобы люди могли спокойно проголосовать. Меня удивила история таксиста, с которым мы ехали в Аммане. Оказалось, что он решил баллотироваться в парламент и, более того, набрал около 20 тысяч голосов. Это яркий пример того, как даже обычный человек может активно участвовать в политике. Однако, несмотря на такую активную кампанию, явка на выборы составила всего 30%, что говорит о невысоком интересе населения к избирательному процессу. صغيرة كده؟ لا صغيرة خالص. تاخدي صامون؟ Это самое. وريني كده. ده сэндвич, ده хачапури сэндвич. Сказали, это самая вкусная шаурма. Шаурма Рим. Мы взяли. Ну, такая. Мне в Петре больше понравилось. Когда мы приехали в Оман, сразу почувствовалась его особая энергетика. Его корни уходят вглубь тысячелетий. Амман, столица Хашемитского королевства Иордании, является одним из древнейших городов на Ближнем Востоке. На протяжении своей долгой истории город носил разные имена. Изначально Рава и Рабат Амон, а в эпоху эллинизма город был известен как Филадельфия. Несмотря на то, что Амман расположен в регионе, который пережил немало потрясений, он остается достаточно стабильным и безопасным. Прочные дипломатические отношения и осторожная внешняя политика Иордании позволили стране избежать конфликтов, затронувших ее соседей. Изначально Амман был построен на 7 холмах, но с годами он расширился и теперь занимает уже 19 холмов. Город кажется немного хаотичным, особенно на дорогах. Именно поэтому мы оставили арендованную машину в гостинице и пересели на такси. Кстати, такси здесь довольно дешевое. Говоря об Иордании, невозможно не упомянуть мансов – национальное блюдо, которым по праву гордится вся страна. Ну что, время попробовать знаменитый манса. Это у нас джамит, что-то похожее на кур, только с вареньем. Мы его вот так поливаем. Вообще нужно есть руками, но я руками не буду. Я буду ложечкой. И попробуем. Здесь у нас рис, орешки и мясо. Мясо вот классное, на волокна прям падает. Как это называется? Короче, очень мягко. Отель в Аммане бронировала уже по пути в столицу. Стоимость за ночь 56 динаров. Одно из того, что обязательно нужно попробовать в Аммане, это местный традиционный завтрак. Мы пошли в заведение под названием Аль-Фауаль, но самым известным местом, где подают фалафель, является ресторан Хашим. Еще что нужно обязательно попробовать, находясь в Иордании, это завтрак. Мы пришли в место, где у нас традиционный фалафель, хумус, картошечка и фуль на завтрак. Фуль выглядит по-другому, не так, как египетский, но попробуем. Ну что, приступаем? Посмотрим, насколько это вкусно. Берем хлебушек и вот так собираем и едим. Фуль, кстати, прикольный, вкусный. Ну, прям такой остренький. Будто бы чили здесь, что ли. Прям остро с утра.
После такого завтрака вы будете сыты целый день. А стоит это всего 5 динар. Интересно, что в Иордании практически не встретишь колы или пепси из-за массового бойкота этих брендов. Местные жители, поддерживая палестинцев и осуждая действия Израиля, решили отказаться от покупки западных напитков, связанных с международными корпорациями. Это стало своего рода выражением их политической позиции через повседневные покупки. Кое-где вы все-таки можете найти и колу, и пепси, и фанту, и Red Bull, но, поверьте мне, лучше не покупать, потому что взгляды, которые будут на вас, и комментарии вдогонку не доставят вам приятного. Пока я шла по улицам города, я заметила одну проблемку. И дело тут не в том, что красота в глазах смотрящего, уж поверьте мне, я вижу красоту там, где ее не видит никто. Очень интересно. Я уже полчаса иду с пакетом мусора и жду, когда я его выкину. О, я нашла мусорку, ура, сейчас выкину. Это стало особенно очевидно на главной улице Омана – Rainbow Street. Даже там, где стоят урны, вокруг все равно валяются окурки и бумажки. Например, около банкоматов можно часто увидеть надписи вроде «Подумай об окружающей среде», но результат – куча мусора вокруг говорит сам за себя. И, конечно, нельзя уезжать из Иордании, не попробовав кунафу. Мы оставили ее на десерт и отправились в центр города, где за этим лакомством всегда стоят очереди. Называется кунафа хабиба. Говорят, что самое вкусное. Это какая-то мабрума, я такое не пробовала. Эту я знаю, пробовала. Сейчас узнаем. Едим прямо на улице, потому что мест нету. Хоть да? Нагарб ди аулен. Такой большой кусок сразу. Горячая. Очень сладкая. Это очень сладко. В Дубае я покупаю кунафу, но я не поливаю сиропом. Здесь она полита сиропом, и это прям капец как приторно-сладко. Сейчас попробуем вот эту. Исмаэ мабрума. Очень горячая. Ну, тоже прикольно. Бекамба? За 2-3 динара. За эту и за эту. Блин, очень горячо, надо найти кофе. На этой сладкой ноте мы прощаемся с Иорданией. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте ваши комментарии. И до встречи в следующем влоге.